Друзья, всем добрейшего денечка, вы снова на канале Motion Power, и сегодня будет несколько тем. Первое, это у меня случилась вот такая вот беда. Второе, мне пришли посылки, сегодня их будем распаковывать, и плюс, после установки саба у меня возникли определенные радости и негативные моменты. В частности, вот когда саб играет хорошо, вот этот вот карман решает очень сильно повибрировать. Поэтому с ним вместе задняя полка, которая под задним стеклом, тоже начинает хорошенько звенеть. Сегодня мы едем к моему хорошему товарищу Данилу. Он мне будет распаковывать фару, делать эту планку. Потом, перед этим, сейчас я еду закупать вибру и все, что пригодится для того, чтобы обесшумить, обескрипить данную часть. Потом распаковываем посылки, которые мне пришли с Али и не только с Алиэкспресса. Устанавливаем также, поэтому поехали! Друзья, в общем и целом сейчас приобрел 4 листа вибры, 1 лист шумы и рулон антискрипа. 2 листа по 1,3 мм и 2 листа по 2 с чем-то миллиметров. И 1 2-миллиметровый слой шумы. Скажу честно, с виброй я особо не знаком, но надо делать что-то своими руками. Поэтому поехали к Данилу. Друзья, в общем и целом не выдержал, как видели, заехал на Славянский. Мимо ехал, заехал на рынок. Викуся, привет, буду ставить. Потому что, как-то нелогично. Я знаю, некоторые из вас меня точно заплюют, но машина большая, гудит как воробей. Поэтому, раз уж думаю, сейчас будем заниматься электрикой и всем прочим, купил себе новый гудок, звуковой сигнал, кто как хочет называет. Поэтому все, теперь точно уже едем к Данилу. Итак, друзья, вооружился ножом. Переоделся в гаражную кофту, уже знает. Начнем с маленькой посылки. Так, пришла известно откуда, с Алишки. Вот, собственно, и получаем кабель. Для чего кабель? У Jet в бардачке есть разъем. Стандарт нашел разъем с вот таким вот пином, выходом. Стандарт нашел выход на 4-й iPhone. Вот, я на него сначала купил переходник, такой маленький. Вот такой вот маленький переходничок. Вот. Я его приобрел, но, как известно, пользы он сильно не принес, так как он, я вам покажу, он очень сильно болтается. Толку от зарядки нет. Сунул телефон, и, может быть, при хорошем везении он бы заряжал. Вот, поэтому это стандартный, который был. Вот выход на 4-й iPhone. Вот сейчас же приобрел вот этот шнур с USB выходом, дабы на ходу, сейчас заряжается иногда камера, иногда штатив и так далее, чтобы не было вот этого розетка в прикуривателе, оттуда заряжать. Аккуратненько телефон в бардачок кинул. Вот. Ну, в общем и целом, как по мне, полезная вещь. Для кого-то, может быть, нет, может пригодятся обычные розетки в прикуриватель, то на любителя. Сразу говорю, если вы будете покупать вот эту вот хрень, то она абсолютно бесполезная. Заряжать, только выкинуть. Вторая посылка пришла. И это у нас дополнительный салонный фильтр. Дополнительный салонный фильтр, заказал я его в конце января, 20 какого-то числа января. Долго его не хотели отправлять, но в итоге отправили. Это угольный фильтр. Вставляется он в штатное место под капот. Вот, я обязательно покажу, куда он вставляется. В принципе, все ребра целые. Крепления все 3 в наличии. В общем и целом, на первый взгляд, немножко есть замято одно ребро конечное. Но я не думаю, что это критично для фильтра. Вот, поэтому установим его чуть позже. Далее, посылка у нас пришла в такой коробке. Немножко помята, но главное это не коробка, а главное это содержание. Содержит она в себе тонированный пакет. 2, если честно, на первый взгляд, вот здесь 2 линзы с диодами, и по бокам, с каждого бока диоды стоят. Пластмасса новая, усики все на месте, что не может не радовать. К нему идет проводка
Проводка идет с резистором, 50-ваттным резистором, переходниками, которые тоже впоследствии будем устанавливать. Но куда же мы будем устанавливать? Теперь перейдем к самому большому пакету, который к нам приехал. Приехала коробка. Точнее, 2 коробки. Ну, как они ехали, я думаю, видно по самой коробке. Она здесь разорвана, здесь почти разорвана, вся смята. Но самое главное, что внутри получаем мы отсюда две туманочки. 2 туманочки мы получаем. Ну, на первый взгляд, не знаю, как будут показывать они себя в деле, но на первый взгляд неплохо. Это только на первый взгляд. Если честно, долго как бы морочился, искал и Хэллу, вот, но по вменяемым ценам я его не нашел, так как, если честно, за Хэллы на разборках и прочем хотели порядка 3 с лишним тысяч. Вот, как бы, ну, немножко нерентабельно, как по мне. Поэтому решил заказать солишки. Ссылки на все заказы я оставлю, естественно, в описании. В последней коробке у нас приходят накладки Джета, дорестайловые. Накладки имеют потертость. Сразу в глаза я не думаю на камеру. На камеру, думаю, будет не видно. Вот здесь это потертость. Здесь стерт производитель, причем так, чтобы вам опять-таки было видно. Вот на свету. Сейчас я бликну. Затерто. И здесь написано, сквозь затертость видно, там было Вагчина. Короче, китайский Volkswagen. Ну, естественно, вторая накладка. Все на китайском языке. Я его, к сожалению, не знаю. Здесь точно такая же потертость на фронтальной части. В остальном их даже 2. Ничего критичного. Здесь нету знака Volkswagen. Здесь знак Volkswagen просто выжжен. Его прям паяльничком так хорошо прошли. Вот вам будет сейчас видно. Бликует он. Как бы... Но написано Чина. Ну, Чина и Чина. А то я не знаю, откуда они приехали. И в комплекте идет вот такая вот проводка. Идет в комплекте релешка 12-вольтовая на 40 ампер реле. Идут замотанные провода. Сейчас я их для вас размотаю. Ну, то, что провода в оплетке, это уже не может не радовать. Все контакты новенькие. Переключатель. Здесь пришел предохранитель. Я уже вижу. Сейчас открою. Вот стоит предохранитель. Обычный, стандартный. Ничего такого. 40 амперный. Вот. И кнопка включения туманок. Ну, естественно, я уже заранее заказал как бы переключатель стандартный, штатный, ваговский, крутилочку под это все. Поэтому именно это нам абсолютно не пригодится. Это мы будем убирать, обрезать. Но это мы уже с Данилом все сделаем, который сейчас заканчивает другую машину. Скоро мы его дождемся. По сути, над посылками это все. И последнее, то, что я и говорил, это сегодня распакуем. У Вики приобрел сегодня вот такую вот вещь. Компрессор идет в наборе. Идет трубка от компрессора к непосредственно гудку. Набор болтов, гаек, крепления и реле. Ну а сейчас будем переходить к установке. Сейчас я вооружаюсь валиком. Витя, привет, спасибо. Валик в руки и погнали по чуть-чуть все это делать. Друзья, сразу забегая наперед, уже хотел по-быстренькому все проверить, проверил. Это лампа, которая пришла, ну, непосредственно целая, но пришла с туманками в стандарте. Это та красивая лампочка, которую я хотел, заказал, причем даже для заказа с Алиэкспресса заказал я не за маленькие деньги, но что получается? Правильно, она сюда абсолютно никак не становится. Вот, поэтому будем как-то мудрить, будем что-то с этим думать. Ну, в общем и целом, пока поехали дальше. Покажу вам, как устанавливать этот фильтр. Обзоры есть на драйве, ну, раз уж смотрите
покажу. В общем и целом, панель эта стоит вот так, это на нее накинуто. Левую часть сначала берется на себя, начинается слева, она отщелкивается от панели, после чего начинаем слева немножко под углом вверх тянуть. Вытягиваем сюда, и отсюда она уже выходит абсолютно свободно. Дальше идет часть, которая накинута вот так вы ее увидите. Нет, сейчас скажу. Ага, вот так вы ее увидите. Сначала она отщелкивается отсюда. После этого вот эту частичку берем, тянем на себя и вниз уводим. После этого открывается уже непосредственно наш нужный пассажир. Друзья, откручиваются две гайки. И после этого снимаем непосредственно решетку, которая должна защищать от листьев и прочей мишуры. Но сейчас ей будет помогать именно этот фильтр. Здесь же мы видим сразу вид на непосредственно моторчик печки, который, судя по всему, мне бы надо почистить. Вот, но сейчас этим вопросом займемся, а пока не переключайтесь. Скрутили все это, вот фильтр. Что вы думаете? Правильно, он ни хрена туда не подходит. Вот от слова совсем не подходит, вообще не подходит. Вот, сейчас Даня, пока Даня, говори всем привет. Это Данил, который всегда сотрудничает с моими фарами. Ну, раз уж мы его разобрали, поэтому, думаю, сейчас разберу моторчик, уже доберусь до моторчика печки, думаю его почистить. Снимается он тоже, как бы, в общем-то, не сильно сложно, но покажем процесс. Раз уж начали, то будем продолжать. It's still me against the world, free speech without reserve. It's still me against the church, there is demons in my words. When I'm dreaming up a verse, I can hear them screaming, meaning that you're leaving in a hearse. What's next for me in life? I ain't asking for advice. I want your money and your jewelry, I ain't asking for it twice. I will burn in paradise, so I'm better off in hell, with a whiskey in my hand and a story to tell. I'm the dead man walking. С этим фильтром получилось все не так классно, как хотелось бы. Вот, ну, продавать я его уже не буду, естественно. Поэтому он никуда не влезает. Естественно, я так понимаю, он либо от посада, либо от еще чего-то побольше. Плюс он идет на 3 крепления, а у меня всего лишь 2 крепления. Ссылку на это я оставлять не буду, так как я сам покупал по ссылке от ребят, которые уже якобы купили с Алишки, себе его поставили именно в джету, именно в 6-ю, именно 12-й год, но, как оказалось, ничего подобного не подошло. Сделал я, собственно, вот так. Просто отрезал 2 ребра, я думаю, от этого фильтровать он хуже не станет. Он полноценно сюда у нас влезает. Да, стоит не идеально, но я думаю, функцию свою он выполнять будет, поэтому именно так, в таком вот виде я его обратно и поставлю. Фары у нас сейчас красятся, бардачок, вентилятор я уже почистил, вставил. Это было много матов, поэтому YouTube такое не воспримет. Сейчас закончим с этим фильтром и уже буду переходить, наверное, к вибре. Даня потихонечку начинает заниматься туманками, смотрит, как их подключать, чтобы было правильно. Я в электрике не очень, поэтому могу только ассистировать. Как говорится, приди, подай. Вот, сейчас ставлю и, в общем, едем дальше. Вот что получилось. Да, не спешите на меня плеваться, я знаю, что заколхозил, конечно. Посмотрим. Я думаю, мешать это явно не будет, лишним не будет. Но раз уж я ждал вот эту хреновину несколько месяцев, то пусть она уже тут и стоит. Вторую оставлю себе про запас, поэтому потихонечку будем собирать. Ребят, счет кабеля. Вот сюда и он вставляется. Соответственно, вот выход USB. Потом сюда шнур укладывается, и телефон будет уже лежать здесь. Полезная штука для тех, кто просто не хочет пользоваться вот этими, чем у меня тоже есть, вот такими вот штуками. Друзья, тем временем работа у нас кипит. Таня уже переходит к установке. Уже перешел. О, уже с дырой. Вот какая стояла. Если честно, друзья, мне больше, конечно, нравится вот с этими 2 ребрами.
Вот, они как-то лучше выглядели, ну, не знаю, посмотрим. Вот, как было. Вот, а вот как стало. Я начинаю разбирать уже салон, начинаем заниматься виброй. Как идет процесс, вот, собственно, начинается разбор полетов вот этой консоли. Ну, я думаю, все знают, что эта планочка выдергивается первой. После нее открывается нам вид на два торсиона. Вот сейчас их выкручиваем. Буду снимать полностью вот эту всю панель, так как она вот, ну, она вибрирует. Так она очень-очень тихая, но вот когда играет музыка, тут надо немножко сделать тише. Получилось снять наконец-то полноценно эту панель целиком. Сейчас уже потихонечку начинаю. Сразу говорю, не плюйте в меня, я вибровщик еще тот, но стараюсь сделать с душой, как говорится. Вот. Раскатал, нагрел, раскатал. Вот так. Это остается здесь. Она сейчас в перевернутом виде болтается. Сначала здесь два торсиона, вот здесь, и потом вот здесь тоже два. Они выкручиваются. Эта часть вот здесь ниши под заглушки, не заглушки, под язычки. Они длинные. Придется это брать на себя. А здесь есть два упора. Вот. Раз упор и два упор. Из них просто надо, оказывается, аккуратным движением и резким на себя. Вот так вытянуть, и оно останется у вас в руках. Будьте очень аккуратны, потому что язычки, я один язычок сломал, ну, немножечко припаяли. Все проходит неплохо. Сейчас я говорю, карман вот этот, который стоит вот в таком положении, решил провибрить здесь. Процесс продолжается. Не переключайтесь. Вроде закончил работу. Проделано коряво, знаю сразу. Должно быть тихо. Сюда проклеил вибру, сюда проклеил тоже кусочками вибру, так как здесь стыки, они постоянно болтались, была бы вибрация. Здесь обычный антискрип толстый, вот, и сюда внутрь кармана шумка, обычная шумка тоненьким слоем. Взял, проклеил, дабы здесь тоже убрать вибрацию. Поэтому сейчас буду обратно все ставить, лепить. И с этим уже закончим. Пойду наконец-то в багажник, потому что на улице уже давным-давно темно. Закончил определенный фронт работ. Пока устанавливали туманки, Даня сказал, что сгорела релешка. Но, как оказалось, просто сел аккумулятор. Поэтому сейчас мы уже стоим на зарядке. Сейчас протестировали. Сейчас вам тоже покажу. Камера, ясное дело, не передаст, насколько здесь дрожит, но работа оказалась проделана не зря. Карман действительно перестал дрожать. Поэтому сейчас мы переходим к параметру багажника. Фронт работ наш находится вот здесь. Вот это все. Вот это все сейчас буду укатывать. Плюс придется снять вот это вот, потому что дребезжит она очень знатно. И еще пока уже буду делать. Сейчас откроем, откинем сидуху. И еще сейчас замотаю вот эти шнуры, которые мы с Алексеем, тогда руки не дошли. Это обмотаю, а это вот буду снимать. Тут пластиковые, похожие на торсионы. Еще не знаю, вблизи не смотрел. Вот, но буду это сейчас снимать каким-то способом. В общем, потом покажу. Сейчас буду разбираться, потом покажу. Друзья, пока покажу вам маленький нюанс. Короче, здесь у нас сзади такие черные клипсы. Если их крутить просто так, отверточкой, то она будет то выкручиваться, то закручиваться.
Поэтому Надо ковырять. надо поддевать и крутить. Иначе вы их просто не выкрутите. Ой, друзья, сердце у меня кровью обливается. Мать честная. А ты как думал? Ну вот теперь всех трех нет. По идее теперь она должна быть в свободном ходу. Дальше у нас идут вот такие вот заглушечки. Их здесь много. В общем и целом сейчас будем доставать пластмасску, дабы ее нормально прошумить, провибрить. Провода уже затянул. Теперь в обмоточке. Это все, как с Алексеем мы делали, все в коже. Все красиво. Работа продолжается, поэтому уже давно темно за бортом. Работы немножечко затянулись, дольше, чем предполагалось. Но стараемся. На связи. Продолжаем. Продолжаются работы. Ребят, хочу показать. При съеме боковой панели каждый этот снимается. И вот только после этого она начинает свободно ходить. Эти, если у вас будут сложно сниматься, то она отщелкивается здесь, а потом в эту сторону она выщелкивается вот отсюда. Вот ее защелка. Друзья, ну как видели, мы уже сняли полку. Вот полка, здесь даже есть войлок, прослоечка. Скажем так, это было сделать немножечко напряжно, но возможно. Судя по этому получается, что сейчас будем это все протирать, безжирить, сюда накладывать вибру. Раз уж разобрали, то, наверное, точечно сделаем и вибру стоек. Обесшумим, не знаю, на пластмасску сейчас будем решать. В общем и целом, сейчас заканчиваем уже эту работу. Вешаем клаксон и все. И на сегодня будем уже заканчивать, поэтому пока продолжаем. Better off just leaving me alone. You don't wanna wake the monster that is lurking in my bones. Have the nerve to call my phone and I will find out where you live. Blend a bag of C4 and blow your premises to bits. I'm cutting down your family tree. Count your blessings if you ever think you're messing with me. Cause I'm aggressive, psychoactive, most definitely. The top of the food chain is where I have. Вот, ребят, собственно, что и получилось у нас. Ну, тут еще заклеили еще одно отверстие. Сейчас добавим вот это, я не знаю, это было по заводу, вот этот антискрип или нет. Но добавим другой, заменим и уже переходим к металлу. Так, ребят, моментальное включение для тех, кто думает, что же у него дребезжит в багажнике. Думаю, многие из нас сталкивались с тем, что что-то дребезжит в багажнике. Полноценный ответ. Дребезжит вот это вот болдовина. Поэтому сейчас мы решили снять конкретно вот здесь болт этого пластика. И здесь вот два язычка. В общем, сейчас будем решать эту проблему. Как только решим, если решим, обязательно скажу. I'm the dead man walking, half dead zombie. Back up off me, one man army. В общем, столкнулись с проблемой. Гудок-то есть, проверили, работает. Вывели на него контакты от старый стоял у нас вот здесь. Здесь его крепление. И столкнулись с проблемой, что нам просто его особо-то и припендюрить, как говорится, некуда. Вот сейчас думаем, ломаем голову, куда да как. Но проверили, гудит. Гудит отлично.
Конечно, я понимаю, это на любителя. Вот, сразу могут некоторые сказать, колхоз, зачем и так далее. Ну, не знаю, ребят. Вот просто, мне кажется, машина большая, а гудит, как, я не знаю, как воробей чирикает. Ну, вот, а тут нормальный такой пароход. Ну, вот, да, вот так. В общем и целом продолжаем пытаться установить. С виброй закончили. Уже почти 10 часов на дворе. Вот. Ну, продолжаем. Вот так он теперь будет. Здесь прикрутили его на штатное место, там, где стоял и предыдущий гудок. А здесь через техническое отверстие, которое и было, пустили вот такой дебелый хомут. Ну, не хомут, этот, как его, стяжка, стрип, как, кто как называет. Вот. И, ну, он здесь просто неподвижный теперь стал. Вот. Сейчас найдем место для компрессора. Выведем на него контакт, припаяемся и все. Secrets are kept on my tongue. You left the safe, installed all the guns in all the wrong places. In all the wrong places. Light is coming. I fell for the rush. Light is coming. I fell for the rush. I gave you loving that you couldn't give me. I told you truth that you wouldn't believe. You're the reason that I never sleep, never sleep. Вот мы и собрали все до цела, все до кучи. И хватит глазеть на меня, пойдемте покажу, что мы сделали. Первое, что сделано, это стоят теперь туманки. Вместо того, что было, поставили туманки. Поставили гудок. Видно, видно его, очень хорошо там видно. А, как слышно. А ну. Проделана работа по обесшумливанию вот этой части. Стала очень глухая. Здесь положил, напоминаю, просто обычную шумку. Сверху вибра. В общем и целом здесь антискрипом прошелся. Но в определенные щели здесь оно не становится, так как оно очень плотно прилегает к потолку. Ну, в целом получилось уже неплохо. Обесшумили полностью вот эту вот полку. Она стала очень глухая. Полностью обесшумили и эти, на всякий случай уже оставалось. Обесшумили здесь крылья, но так как здесь идет два слоя металла, то есть этот металл до сих пор звенит, ну а тот, который в салоне, он вполне себя нормально чувствует. В багажнике у нас точечная вибра, так как хотел изначально, если честно, лепить лист, но здесь очень много технических отверстий, здесь очень много вот такого вот плана заглушек, шпунтиков, винтиков и прочего. Вот, дабы это все не нарушать, клеилось все точечно. Кто скажет, что я же кривожоп, с вами частично соглашусь, может быть, но клеилось на совесть с добротой. Так, ребята, у кого джеты, вот эта вот вещь внутри звенит. Если у вас есть в багажнике звон, не грешите, как я, на вот эти проводки. Это не оно. Здесь мы его разобрали, именно сам механизм внутри он звенит. Поэтому здесь обклеили его вот таким вот способом виброй. Закатали сверху тоже виброй, сверху еще чуть-чуть шумки кинули. Вот, в салоне сейчас пробовали уже стучать, глухо, абсолютно не слышно. Это на сегодня все. Гудок, да, по сути, все. Ну, фильтр я вам уже показал, фильтр отличный. Пока снимали это видео, в Телеграме меня попросили сказать о ценах. Насчет цен. Гудок, Викусе спасибо, там 400 гривен полностью целый комплект обошелся. Туманки вполне нормальные, вот, только лампы немножечко подвели. Лампы, которые заказал отдельно, они оказались H11, а нужно было HB3. Вот, HB3, которые впоследствии, ну, где-нибудь, да, приобрету, поставлю. В целом, туманки стали на свои родные места, зазоров нет, все симпатично смотрится. Это обошлось с проводкой, ну, то есть идут пластмасска, туманка,
и проводка, реле, и кнопка, ну кнопка не нужна, 900 или 950 гривен. Я оставлю ссылки на них в описании. Далее, 4 листа вибры, 1 лист шумки. Обошелся мне около 400 гривен. Брал не очень дорогие, ну, за брендами не стал гоняться. Вот. Вите, спасибо за валик, очень пригодился. Шнур я вам показал, который в бардачок. Ну вот, по сути, все. Но как-то вроде по рассказам сделали мало, но потратили 9 часов на секундочку. Ну да, там иногда потрындеть, иногда поесть, но в общем и целом потратили неплохое время. И еще же сегодня мы перепаковали мне фару. Я вам в начале видео показывал, что планка внутри фары отошла из своих мест, ну а по-другому ее никак в принципе и не вклеить. Друзья, надеюсь, что кому-то это видео станет не только информативным, но еще и полезным. Обязательно поставьте палец вверх этому видео или вниз на ваше усмотрение. Напишите в комментариях свое мнение. Поставьте колокольчик, расскажите о нас друзьям. Мы готовим материал для вас, становимся лучше для вас и будем продолжать улучшаться. Поэтому не переключайтесь. До новых встреч. Друзья, всем добрейший денечек. Сегодня новый день. Вот, вчера не доделали туманки, мы их не зажгли, так как Даня не знал точно, как подключить их. Я тоже не решил не экспериментировать. Сегодня уже вышел на работу человек, который знает, как это все сделать. Поэтому сегодня опять здесь. Вчера проделали работу, я уже все показал. Покатался денек, честно. Вибра работает с шумой на ура, ничего сейчас не дребезжит, даже когда бас именно наваливает, накрывает. Вот хорошо, получилось хорошо. В общем и целом сейчас зажжем туманки, покажем моменты, как их подключить, вот, дабы было понятно тем, кто будет таким же заниматься. Вот, поэтому не переключайтесь. Secrets I kept on my tongue. You left the safe, installed all the guns in all the wrong places, in all the wrong places. Light is coming. I fell for the rush. Light is coming. I fell for the rush. I gave you loving that you couldn't give me. I told you truth that you wouldn't believe. You're the reason that I never sleep, never sleep. They said you're not so tough. You bury your pain at the bottom of your cup in all the wrong places, in all the wrong places. Light is coming. I fell for the rush. Light is coming. I fell for the rush. I gave you loving that you couldn't give me. I told you truth that you wouldn't believe. You're the reason that I never sleep, never sleep. Закончили на сегодня работу. Денису выражаю большую благодарность за проделанную работу. Провел новые пины. Вы это, конечно же, только что видели. Мы это все ускорили. Если интересуют конкретные подробности, просто в настройках YouTube поменяйте скорость, дабы все рассмотреть, что было нужно. Туманки сейчас абсолютно в рабочем состоянии. Включаются они из штатного места. Выведено реле. Сделана вся проводка. Надеюсь, цельно. Это было для вас информативно и полезно. Эта работа закончились. Еще есть планы как на эту машину, так и на канал Motion Power в целом. Поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, поставьте палец вверх этому видео. Мы будем ждать вас и стараться будем для вас. До встречи!